Встреча охотника с медведем взяла неожиданный оборот. Первоначально охваченный страхом, охотник вскоре обнаружил, что медведь не представлял угрозы, а наоборот просил его о помощи. То, что он сделал дальше, потрясает. В сердце непрощающих лесов одинокий охотник по имени Адам оказался в танце с неизведанным. Чувства охотника обострились, когда он услышал ужасающие звуки, отдающиеся по всему лесу, взгляды, казавшиеся одновременно нечеловеческими и отчаянными. Несмотря на предостерегающие звоночки в его голове, любопытство пересилило страх и подтолкнуло его вперед. С каждым осторожным шагом он приближался к шумам, пока не наткнулся на сцену, которая шла далеко за пределы ужаса. Медведь лежал перед ним на поляне, не только пойманный в ловушку, но и связанный цепями и колючей проволокой до неузнаваемости. Каждое движение заставляло медведя кричать от боли. Пульс охотника участился, когда он оказался лицом к лицу с существом. В любой другой день он был бы в восторге от возможности охотиться на медведя. Но то, что он видел, не было охотой, это было чистое издевательство. Медведь умолял о помощи. Охотник отложил свои первоначальные опасения, игнорируя оставшийся страх, и осторожно подошел к страдающему медведю. Его тяжелое дыхание и мучительное рычание усилились, когда охотник внимательно осмотрел сложную сеть ловушек, цепей и колючей проволоки, запутавшую существо. Стало очевидно, что одного акта доброты будет недостаточно. Ему нужно было разобрать ужасную ловушку с самого начала, что могло занять часы. Когда он пытался подойти ближе, медведь совершил мощный выпад в отчаянной попытке защитить себя от того, что воспринималось как еще одна угроза. Тогда Адам сделал что-то потрясающее. Он опустил свое охотничье снаряжение и оружие, единственную защиту, которая у него была, и положил их на землю. Этот жест разоружения послужил доброй волей, обещанием, что он не хочет причинить вреда. Медведь постепенно успокоился. Бедное существо встретило достаточно охотников за свою жизнь, чтобы понять, что они опасны только тогда, когда держат что-то в руках, а руки этого человека теперь были пусты. В его глазах теперь блестело понимание, тихое признание формирующейся связи между ними. Но это не изменило того факта, что Адам подвергал себя опасности. Любой здравомыслящий человек отказался бы подходить так близко к такому большому и непредсказуемому зверю, а тем более безоружному. И все же он не мог устоять. Мужчина, который занимался охотой как хобби, теперь смотрел в глаза существу, на теле которого были шрамы от его увлечения, и это оставило его с разбитым сердцем. Работая методично, охотник сначала разрезал селки. Каждый шнур сопротивлялся и не хотел отпускать свою добычу. Воздух был пропитан запахом страха и металлическим привкусом крови, которая окрасила мех медведя. Каждое движение несло в себе вес неопределенности и риска, но один за другим цепи падали, раздавая грохот. Затем Адам перешел к колючей проволоке. При ближайшем рассмотрении оказалось, что проволока начала впиваться в плоть медведя, усиливая его страдания. Адам тщательно работал над удалением каждой изогнутой пряди, стараясь не причинить еще больше вреда. Осознание ответственности, которую он взял на себя, осязаемо ощущалось, но он не мог пожалеть о своем решении. Наконец, последний кусок колючей проволоки был удален, и медведь, освобожденный от болезненных оков, рухнул на землю. Когда Адам отступил, его охватила грусть, когда он увидел полную меру ран медведя. Его мех был изуродован глубокими порезами, были проколы, где колючая проволока впилась в его плоть, а конечности медведя, когда-то мощные и неукротимые, были синяками, опухшими и ослабленными. Это было резким контрастом с дикой природой, которую Адам романтизировал. Каждый сделанный им разрез был болезненным осознанием, обнажая как жестокость ловушек, так и воздействие его собственных действий.
Теперь, стоя на коленях рядом с медведем, он протянул руку, колеблясь и наполненный стыдом. «Прости, что это случилось с тобой» были единственные слова, которые он мог предложить существу, которое, хотя и измождено и истощено, откликнулось, растворившись под прикосновением Адама. Вероятно, это была единственная доброта, которую она видела очень и очень долгое время. Потребовалось несколько минут, прежде чем медведь был готов двигаться. Адам наблюдал, как животное пытается подняться, но терпеливо ждал. Он не собирался оставлять его в беде, потому что другие охотники в конечном итоге могли бы наткнуться на существо и не быть такими прощающими, как он. И если дикая природа не достанет медведя первой, к удивлению Адама, медведь доверился ему и начал следовать за ним обратно через лес. Когда они подошли к его уединенной хижине, Адам достал телефон и набрал номер местной клиники дикой природы, умоляя о срочной помощи. Клиника быстро направила команду на его местоположение для оценки состояния медведя. Когда команда спасения дикой природы прибыла, они немедленно успокоили медведя и тщательно его осмотрели. Команда пришла к выводу, что, вероятно, он находился в этом мучительном состоянии в течение нескольких дней, вынужденный терпеть голод, боль и одиночество. Заражение уже началось, и потребовались швы, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение. Без немедленного вмешательства была высокая вероятность, что медведь мог бы потерять конечность. Вместе они осторожно погрузили медведя на специализированный транспортный автомобиль и прибыли в клинику через 30 минут. Там ветеринары и специалисты по дикой природе совместно предоставили медведю необходимую помощь. Раны были очищены, антибиотики введены, и швы были нанесены с болезненной точностью, чтобы закрыть глубокие травмы. К ужасу Адама после завершения их работы специалисты по дикой природе раскрыли тревожную правду. Медведь, как они подозревали, не был изолированным случаем. За последние несколько недель поступило несколько сообщений о других животных, которые получили похожие, если не идентичные травмы. Это были акты жестокости, вероятно, совершенные одним и тем же человеком, индивидуумом, который наслаждался причинением вреда. Осознание того, что другие животные подверглись той же участи, возмутило Адама. Гнев, который накопился внутри него, подпитывал решимость не только спасти этого медведя, но и активно добиваться справедливости за совершенные преступления против невинной дикой природы. Человек, который вошел в лес как охотник, вышел оттуда как исцелитель, и в тот момент он пообещал, что больше никогда не позволит таким злодеяниям оставаться безнаказанными. В последующие дни медведь оставался под сильным седативным и находился под тщательным наблюдением в клинике дикой природы. Его состояние улучшалось с каждым днем благодаря неустанной работе ветеринаров и специалистов по уходу за животными. Адам регулярно посещал его, и каждый раз, когда медведь его видел, в его глазах появлялся свет узнавания. Эти визиты стали своего рода лекарством не только для медведя, но и для Адама, исцеляя его душу и давая ему новую цель в жизни. Вдохновленный своим опытом, Адам начал активно участвовать в местных организациях по защите дикой природы. Он использовал свои навыки и знания, чтобы помочь в разработке и реализации программ, направленных на предотвращение подобных случаев жестокости и обучение общественности важности сохранения дикой природы. Его история и преобразование из охотников в защитника стали мощным свидетельством, которое вдохновило многих других пересмотреть свое отношение к природе и животным. Через несколько месяцев после того, как медведь полностью выздоровел и был готов к возвращению в дикую природу, Адаму предоставили честь открыть ворота его вольера, чтобы выпустить его на свободу. В тот момент, когда медведь медленно вышел из вольера и остановился, обернувшись к Адаму, взгляды их встретились. Это был момент тихого прощания,
наполненный глубокой благодарностью и взаимным уважением. Затем медведь повернулся и исчез в густом лесу, оставив после себя следы на мягкой земле. Адам стоял и смотрел, как медведь уходит, пока его фигура полностью не растворилась в зелени. Этот опыт навсегда изменил его, оставив неизгладимый след в его сердце. Он понял, что его путь теперь неразрывно связан с защитой и сохранением дикой природы. С этого момента он посвятил себя служению этой цели, став звеном между человечеством и природой, стремясь к гармонии и взаимопониманию. История Адама и медведя распространилась далеко за пределы их местного сообщества, став символом надежды и возможности изменений к лучшему.